Наверняка вы знакомы с людьми, которые не понимают, почему нападение России на Украину вредит Беларуси. Скорее всего, они просто продолжают смотреть телевизор и не осознают, что в действительности происходит. Поэтому расскажите, чего белорусам уже стоит эта война. И здесь я не буду говорить только о моральных потерях, ведь у белорусов есть сердца, и они помнят, с какой оно стороны. Эта война уже стоит белорусам безопасности. И дело не только в том, что режим позволяет запускать ракеты с нашей территории. Уже есть убитые и пострадавшие белорусы. Например, рыбаки, по которым стреляли, пока они рыбачили на границе с Украиной. А в Житомирской области погибли 2 наших земляка-дальнобойщика. Несмотря на это, в Беларуси проходят учения в условиях максимально приближенных к военным. И пока война не остановлена, не уйдет и угроза, что наших родных заберут на такие учения. Расскажите близким и о том, что на путях, по которым проходили российские эшелоны, железнодорожники не раз находили боевые снаряды. И эти находки начальство пыталось списать на наследие Второй мировой войны. Но это новые снаряды. И страшно даже представить, что нечто подобное окажется в руках наших детей. Эта война уже стоит белорусам денег. Объясните знакомым, что война – это очень дорого и для ее участников, и для их соседей. И режим не платит за эту войну из своего кармана. Учения, перевозки и многое другое оплачивают налогоплательщики. Каждый белорус платит налог на Лукашенко. Налог на Лукашенко – это когда под санкции из-за соучастия режима в военной агрессии попадает и Беларусь. Налог на Лукашенко – это когда с полок аптек исчезают многие лекарства, а оставшиеся дорожают так, что наши пенсионеры еще реже могут их себе позволить. Вы же каждый день наблюдаете, что зарплаты в Беларуси не растут, чего не скажешь о штрафах, налогах и ценах на все, от детского питания до топлива. Так вот, налог на Лукашенко – это когда обычная жизнь белорусам обходится все дороже. Налог на Лукашенко белорусы платят по всему миру. Счета людей и компаний в некоторых странах уже заморожены. И многие за рубежом с трудом получают банковские карты. Стало тяжелее найти работу. Потому что эта война стоит белорусам репутации. По всему миру белорусам могут отказывать в аренде жилья или обучении в университетах. В понимании многих Беларусь – страна-агрессор. И поэтому теперь мы постоянно переубеждаем политиков снова выдавать визы белорусам. Мы объясняем, что режим и люди не одно и то же, что мы по-прежнему гордимся быть белорусами, что не соглашаемся с теми, кто фальсифицирует выборы, пытает белорусов и позволяет Кремлю идти войной на соседей. Белорусы внутри страны препятствуют передвижению составов на войну. Матери звонят в военкоматы и чиновникам, чтобы не допустить отправки белорусских военных против соседей. Волонтеры распространяют листовки о том, как избежать этих учений. Белорусы делают это, потому что эта война уже стоит белорусам угрозы суверенитету. Российских войск на нашей территории с начала войны стало меньше. Но это заслуга не режима, а старания белорусов и украинцев. Как думаете, может ли сегодня Лукашенко повлиять на вывод их с нашей территории? Нет, он уже не принимает таких решений. Какие идеи еще придут в голову 2 диктаторам, неизвестно. Поэтому эта война уже стоит белорусам свободы и возможности планировать даже ближайшее будущее. Сейчас в Беларуси счет политзаключенных идет на тысячи. И совсем недавно Лукашенко сам себе выдал разрешение приговорить любого человека к смертной казни за намерение совершить террористический акт. Но террористами он объявляет музыкантов, юристов, блогеров, жен и матерей, которые просто хотят защитить свои семьи. Предупредите своих знакомых, скажите им, что если сегодня их это не касается, то завтра никто не гарантирует, что терроризмом не назовут их лайк на странице Арестовича или чтение Орвелла в автобусе. Скажите им, что задача пропаганды – убедить их ничего не делать и безучастно ждать, когда станет лучше.
даже когда они абсолютно против того, что происходит. Скажите, что преступления совершаются не только палачами, но и с молчаливого согласия большинства. Скажите им, что каждый белорус заслуживает уважения, безопасности, свободы, любви и нормальной жизни. И пока идет война, эту жизнь у них отбирают день за днем. Соберите вокруг себя как можно больше единомышленников. Делитесь ссылками на правдивые новости из проверенных источников. Делайте репосты независимых медиа или просто наберитесь терпения и проведите беседу с близкими. Скажите им, что победы достаются тем, кто в них верит и кто идет к ним. И скажите им, что вы верите. Скажите, что важно, чтобы поверили и они. Мы не хотим делить белорусов на плохих и хороших. Мы хотим, чтобы как можно больше наших соотечественников увидели правду, потому что все мы заслуживаем жить в мирной, безопасной и свободной стране.